Всем привет! На прошлой неделе я приобрел новую камеру Canon EOS R10 и хочу поделиться первыми впечатлениями о ней. Заранее извиняюсь за не очень хороший звук. Пишу с своей старой камеры, поскольку две остальные камеры у меня лежат сейчас на столе. Итак, на прошлой неделе я купил новую камеру Canon EOS R10. Основными критериями выбора именно такой камеры были ее компактный размер, небольшой вес и очень демократичная цена. Вторым моментом, по которой я выбрал именно R10, это ее эргономика. Во-первых, очень удобный хват. Если посмотреть, то мизинец практически не соскальзывает. Понятно, что это немножко не такой хват, как на EOS R, но мои руки не слишком большие, и в принципе, если сравнивать с EOS R, то хват на самом деле не сильно отличается друг от друга. Естественно, EOS R чуть повыше размером, поэтому логично, что здесь хват будет чуть удобней. Но на EOS R10 тоже очень удобный хват, плюс легкость самой камеры компенсирует какие-то неудобства, если они даже возникают. Ну, возможно, если у вас более широкая ладонь, то, может быть, для вас этот хват и не будет достаточно удобным. В EOS R10 мне очень понравилось то, что здесь сохранена эргономика органов управления. То есть наблюдается определенная преемственность. Чего не скажешь о другой крop-беззеркалке EOS R7. Там все по-новому, и если не сказать по-модерновому. То есть несколько авангардные такие органы управления. Здесь же мне все очень нравится, все легко, просто и привычно. То есть все колеса, которые были на EOS R, то есть управление выдержкой, диафрагмой, все на месте, все под теми же пальцами, и это очень удобно. В отличие от той же EOS R7, у которой основное колесо, которое управляет диафрагмой, находится вот здесь вот, в районе джойстика. Да, на обеих камерах есть джойстик, как на R10, так и на R7, чего не было в EOS R. И многие этому, мягко говоря, не очень радовались. Здесь же все это есть. Далее, остальные кнопки в целом можете сами посмотреть. Они практически такие же. Исключение составляет эта кнопка помещения в корзину. Она переехала вот сюда, на вот этот вот блок кнопок. Здесь на самом деле в этом блоке кнопок довольно-таки много чего, но что меня особенно порадовало, это отдельная кнопка управления ISO. Раньше, к сожалению, мне приходилось ISO менять либо с помощью экрана, то есть экранной кнопки, либо с помощью кнопочки MFN. Также можно было менять. Ну, а здесь, поскольку есть отдельная кнопка, мы сразу же вызываем ее. То есть это, по крайней мере, стало намного удобнее.
Это очень радует. Следующий момент — это, естественно, диск выбора режимов. Он такой же, как в RP, R6, R6.2. Надо сказать, что есть люди, которым и такой диск не нравится, говоря о том, что расположение сектора, где находится видеорежим и где находится фоторежим, они как-то далековато друг от друга, это неудобно. Ну, я лично не вижу каких-то проблем. Немножко прокрутить колесо и все в порядке. Что еще можно сказать? Естественно, такое колесо гораздо удобнее в сравнении с EOS R, где приходилось, например, чтобы перейти в режим видео, приходилось нажимать кнопку Mode, а затем кнопку Info. И обратный режим, соответственно, также. Это не всегда удобно по той простой причине, что когда надо очень быстро сменить режим, у вас это может не получиться, то есть попасть, потому что кнопка мод достаточно маленькая и вам надо нажимать одновременно две кнопки. Это неудобно. Здесь же этой проблемы нет, это очень радует. По крайней мере, меня это радует. Я пока не назначал никакие кнопки, кроме одной. В режиме видео у меня кнопка спуска затвора запускает съемку видео. Хотя здесь это можно сделать несколькими способами. То есть помимо того, как сделал я, есть, соответственно, стандартная кнопка запуска съемки видео. Ну, помимо прочего, здесь можно запустить этой кнопкой на экране. Вот здесь на экране видим, как раз горит красная кнопочка, ее можно нажать, и она также запускает съемку видео. В принципе, это очень удобно, то, что есть возможность это делать разными способами, потому что не всегда бывает есть доступ к кнопке спуска затвора, а с экранчика это бывает очень даже удобно. Несколько слов об экране. Экран здесь существенно меньше, чем на EOS R. Плюс к этому имеет почти вдвое меньшую разрешающую способность. На R10 это порядка 1,04 миллиона точек, на EOS R больше 2 миллионов. Что в целом достаточно существенно, но учитывая то, что это все-таки бюджетная камера, сделаем ей определенное снисхождение. Если говорить про видоискатель, он также существенно меньше. И, на мой взгляд, не супер удобный. Однако, учитывая то, что я им почти не пользуюсь, то как бы то, что он есть, ну и прекрасно. Размеры вы можете видеть сами, насколько видоискатель от R10 меньше по сравнению с видоискателем EOS R. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это, конечно, батарея. Батарея здесь LP-E17, то есть такая же маленькая батарея, как и в младших камерах типа зеркалок 250D, такая же, как на EOS RP, но, как я понимаю, благодаря новому процессору DIGIC 10 теперь эта камера работает гораздо дольше, чем RP.
И, естественно, это очень и очень радует. Да, и карта памяти, естественно, тоже находится в этом же отсеке, что и батарея. К сожалению, отдельного отсека здесь нет. Ну, это минусы бюджетной камеры. Точно так же, как здесь нет никаких органов управления с левой стороны от видоискателя. Если говорить про разъемы, то здесь мы видим стандартные разъемы HDMI, USB и Type-C, разъем для подключения микрофона внешнего и пульта дистанционного управления. Разъема для подключения наушников здесь, к сожалению, нету, хотя вот, казалось бы, вот оно здесь есть место, но, увы, разъемчика нету. То есть единственный вариант, который можно в данном случае порекомендовать, это, возможно, переходник на HDMI, с тем, чтобы именно к нему подключать наушники. Либо, если использовать внешний монитор, мониторить звук именно с него. Почему я взял именно R10, а не, скажем, R7? Как я уже сказал, мне не очень понравилась на R7 эргономика. Мне не понравилось на R7 то, что он по размерам практически и по весу практически такой же, как EOS R. И как бы две камеры практически идентичные по весу и размерам мне иметь не хотелось, а вот R10 как раз мне понравилось именно своей легкостью и компактностью, ну и, конечно, ценой. Естественно, в R10 порезаны некоторые функции, например, нет логарифмического профиля в видео, есть только HDR-PQ. Ну, я крайне надеюсь, что мне будет достаточно именно HDR-PQ и как-нибудь обойдусь и без логарифмического профиля. Вот, поэтому я сделал свой выбор именно в сторону легкости и компактности и не вижу смысла для себя в R7. Поэтому, как вторая камера, на мой взгляд, она для меня идеальна. Поскольку я планирую на нее не только снимать видео, но и использовать как именно какую-то камеру для путешествий и тому подобного. Я, купив камеру на прошлой неделе, сумел произвести пока только одну съемку, как фото, так и видео. По ссылке в описании будет ссылочка на снятый мною видеоролик. Снимал на концерте, условия были не очень хорошие, достаточно темно. Так что можете посмотреть, как данная камера снимает на ISO 2000. И не могу сказать об автофокусе данной камеры. Автофокус здесь новый, он достаточно быстрый. По моим ощущениям, он быстрее, чем на EOS R. Плюс ко всему, здесь есть зоны. Вы можете выбрать вертикальную, горизонтальную и просто небольшую зону. Внутри зоны у вас может работать фокус-обнаружение по лицам и глазам. Можно также сделать, чтобы это обнаружение шло и вне зоны. Ну, в данном случае, мне кажется, будет удобным именно зонная фокусировка, чтобы фокус не прыгал
Например, при съемке человека с одного на другое мы определили вертикальную зону, внутри нее разрешили фокусировку по лицам и глазам и работаем. И если нам надо перенести фокус на другого человека, мы просто перемещаем его и все. Это, на мой взгляд, это очень удобно. Ну и плюс, напомню, что фокус достаточно быстрый, очень быстро идет фокусировка. Ну, по моим ощущениям, быстрее, намного быстрее, чем на EOS R. Поэтому, в принципе, эту камеру можно рекомендовать как условно репортажную. Ну и также это, естественно, очень удобно и в видеорежиме. А пока у меня все. Всем спасибо. До свидания.